Сегодня делаем плетение цепи Московский Бисмарк. Расчеты на эту и другие виды цепей есть в приложении. Ссылка на главной странице канала и в описании к видео. Я рад приветствовать вас на цепилогии. Для московского Бисмарка понадобится спираль с коэффициентом 2,9. Наматываю свободную спираль, используя бегунок диаметром равным 1/2 от диаметра ригеля. Готовую спираль нарезаю на отдельные завитки. Длина завитка примерно 2 оборота с четвертью или 2 оборота с третью. Каждое звено состоит из 2 сплетенных завитков. После сборки звена завитки нужно немного поджать, чтобы предотвратить их проворачивание относительно друг друга. Таким образом собираются все звенья. Перед пайкой каждое звено нужно развернуть. Когда звено развернуто, то концы завитков должны иметь небольшой перехлёст. Это позволит сохранить звену нужную форму. Паять звено необходимо в 4 точках.
окунаю во флюс и приступаю к пайке. После пайки обрезаю усики завитков. Положение плоскости реза должно быть перпендикулярно проволоке у основания пайки. Полотно цепи необходимо выкрутить. Для этого натягиваю полотно между двух ригелей и выкручиваю, выбрав такое направление, чтобы места пайки смещались навстречу друг к другу. Спешить не стоит. Периодически контролирую вид цепи, чтобы избежать перекрута. Когда полотно стало ровным, можно переходить к запиловке. В процессе не забываем следить за массой опиленного металла, чтобы не промахнуться по весу. Риски от напильника сбиваю наждачным флажком, и остается только полировать. Сегодня на этом все. Спасибо за просмотр и до встречи на Цепилогии.